Всем привет! В этом видео мы с вами будем закреплять гелевые стемпинг-слайдеры. Девочки просили показать от и до, ну вот в таком формате именно. Вот сегодня я покажу вам все моменты, все нюансы при установке, закреплении гелевых слайдеров на своих ногтях буду устанавливать прямо на вот это вот покрытие. Вот эти вот гелевые слайдеры делались 2 месяца назад. Видео, во всяком случае, вышло, да, 2 месяца назад. Вот, и как вы видите, они точно так же, все в отличном состоянии. И все с ними хорошо. Ничего с ними не случилось. Я знаю то, что у многих девочек вот эти вот гелевые слайдеры получаются очень плотными, очень жесткими, и установить их сложно. Я сделала один такой вот слайдер, такого большого размера, специально сделала большого размера. Вот он, да, он намного плотнее, он намного толще. И, конечно же, установить такой слайдер немного сложнее. Я немного попозже, опять-таки, немного покажу, как можно такой слайдер использовать и как его можно закрепить. Давайте, во-первых, конечно же, первоначальная причина – это толщина. В видео я неоднократно повторяю о том, что слайдеры должны быть максимально тонкими. Я понимаю, многие девочки боятся, конечно же, то, что они не смогут поднять потом вот этот слайдер с пластины. Я вас прекрасно понимаю, сама через это проходила, но если даже вдруг у вас там что-то не получается, вы всегда можете взять ватный диск, ацетоносодержащую жидкость, обложить вот так вот пластину, и у вас все это дело отойдет. Тем не менее, к тому же не обязательно вот какими-то такими большими участками сразу делать слайдеры, да, вот на половину, на треть пластины. Попробуйте на каких-то маленьких моментах, каких-то маленьких фрагментах. Так будет, вы уже во всяком случае поймете принцип, как это должно быть, что это должно быть, и, собственно, у вас уже будет лучше получаться, и тогда уже можно переходить на более какие-то вот такие вот большие слайдеры. Если слайдер тонкий, если он пластичный, при установке не должно возникать абсолютно никаких сложностей. Еще такой момент. Самое главное, да, вот обратите внимание, слайдер у нас с одной стороны он глянцевый, так как мы вот именно эта сторона, тут у нас нанесен топ. С другой стороны, если вот так вот ноготком сделать, то вы почувствуете высоту гравировки пластины, так как материал был заполимеризован, и вот эту вот высоту, она, ну вот ноготком во всяком случае чувствуется. Этот момент тоже, на этот момент обращаю именно ваше внимание, потому что в дальнейшем также покажу, ну, почему это важно. Кстати, еще такой момент. Вот тоже в комментариях был, ну, как-то у вас так все просто, так легко получается. Девочки, да, действительно, у меня сейчас это получается все намного быстрее и намного проще, потому что у меня уже набита рука. Я писала там, тоже отвечала в комментариях. 6 лет назад у меня на канале есть видео, где я впервые попробовала этот способ. И вот представьте, вот дорабатывала. Понятное дело, что, ну, скорее всего, посмотрев одно видео, у вас, ну, не получится именно сделать вот такой вот какой-то тонкий слайдер. Мало того, сейчас на канале уже есть видео, где я использую, ну, там можно использовать любые гель-лаки, любые топы, показала способ. Эти слайдеры делались при помощи пигментированных гель-лаков однофазных, и это был топ, латекс топ от ASR Studio. Но, повторюсь, на канале уже есть видео, где такие слайдеры я делаю уже любыми материалами, цветными, и любыми гель-лаками, и любыми топами.
Согласитесь, вот вы когда смотрите видео на YouTube, это не значит, что вы вот сразу пошли и у вас прям сразу все получилось. Конечно, такие варианты тоже есть, но, как правило, каждый способ, как же каждый новый способ требует все-таки какой-то практики, какой-то отработки. Так вот тут то же самое. Если у вас не получилось что-то с первого раза, это не значит, что там что-то это плохо или что-то не так, просто, возможно, стоит присмотреться к каким-то своим, ну, не знаю, там, ошибкам, да, либо вот что-то было сделано не совсем так. Вот сегодня мы с вами попробуем все от и до, попробую, во всяком случае, да, вам каждый этап подробно рассказать, подробно показать. Так как у меня здесь большой слайдер, конечно же, в первую очередь мне нужно вырезать какую-то, ну, ту часть, которая мне нужна. При этом я стараюсь вырезать максимально таким образом, чтобы вот эта вот подложка из топа не была там, где она мне, в принципе, и не нужна. Надписи оставляю. Я буду делать вот такой вот прям большой слайдер, буду устанавливать. Просто у меня вот именно, ну, как правило, просто таким способом я делаю слайдеры. Это какие-то выражения, буквы. Вот так вот. Вырезаем по возможности. Бликует у меня просто тут немножко под камеру. Не вижу. Чтобы этой пленочки просто по периметру было как можно меньше. Вот и все. Оставляем только вот надписи. Также, конечно, нам нужно, ну, примерить. Давайте вот я не буду на большой. На большой тут понятно, все хорошо встанет. Да, вот возьму вот этот ноготок. Он узкий. Видите, слайдер. Он, в принципе, будет практически на весь ноготь. И по ширине он также довольно, вот, особенно вот с этой стороны, он широкий. Вот буду на этот ноготок устанавливать. Я так понимаю, что проблем установить этот слайдер, ну вот, предположим, в гелевый типс, ни у кого не возникает, да, сложностей установить. С внутренней стороны гелевого типса, ну, проблем, думаю, ни у кого не возникнет. Также ни у кого не возникнет проблема установить... такой слайдер во внутреннюю часть верхних форм. Вот так вот, да? Думаю, тоже ни у кого тут вопросов не возникает. Тут я просто френч отрабатываю. Вот. Вопросы именно по способу установки слайдера именно поверх ноготка. Ну, уже нарощенного ноготка. Это гелевые слайдеры, то есть из гелевых материалов. Вот так вот. Итак, повторюсь, первым делом мы вырезаем слайдер. Максимально вот срезаем все ненужное. Прикладываем, смотрим, чтобы слайдер у нас хорошо поместился на поверхности. Конечно, вот если бы я, например, взяла вот одну вот такую маленькую надпись, думаю, закрепить ее вообще ни у кого не возникло бы проблем. Поэтому я взяла 3 надписи и вот размещу вот практически по всей длине ноготка. В первую очередь, то есть первый этап мы с вами полностью обсудили. Вторым этапом база закрепляем, устанавливаем и закрепляем. Ну, вернее, как вот, знаете, не то, что даже закрепляем, а скорее всего фиксируем, да, на ноготке мы при помощи базы. Базу берем жидкую, ну вот в данном случае я беру жидкую, потому что толстый слой абсолютно не нужен. Нам нужна просто такая, знаете, незначительная липкость для того, чтобы слайдер хоть как-то немного закрепился. Вы видели, я кисточку очень тщательно очистила от материала и просто вот таким образом втирающим прям промазываю ноготок. Если выложить много базы, конечно, у вас будут и затеки, и вот этот вот лишний материал, лишняя толщина, которая абсолютно не нужна. Вот в данном случае совсем не нужна.
Если бы у меня сейчас был бы маленький слайдер, то, соответственно, базу я бы нанесла, ну, вот, на более меньший участок. Так как слайдер большой, я базу выложила на весь ноготок. Там сильно базой вот к линии кутикулы или там к боковым валикам я не подводила, потому что нам, в принципе, нельзя, чтобы слайдер подходил вот прям к периметру, да, нарощиванного ноготка. Это правило для всех слайдеров. То есть любой слайдер, даже те, вот, которые в воде размачиваются, их нельзя устанавливать вот прям к торцу. Любой слайдер требует поверхностного закрепления, правильного закрепления для того, чтобы это долго все дело держалось и не было никаких проблем и не было никаких отслоек. Вот так вот я закрепила. Сейчас просто беру штампик, просто чтобы рукой это не делать, потому что я не в перчатках. Вот так вот надавливаю и смотрю, видно, где у меня как распределился слайдер и как он, в принципе, у меня там фиксируется. При этом база абсолютно никак никуда не вытекает, не затекает, потому что была она нанесена тонким слоем. Вот я вижу, например, что вот эта надпись, она у меня вот здесь вот даже выходит на кожу, слайдер, вернее, выходит, да, за пределы, поэтому я на этом этапе могу слайдер подвинуть. Поставить его так, как нужно. Еще раз припечатываю, для того, чтобы просто посмотреть. Так, вот здесь вот у меня все равно, вот видите, не знаю, там на камеру видно, нет, слайдер, вот он прям чуть ли не в синус заходит. Подрезаю это дело. Ну, не должно быть такого. Сами надписи, их просто тут 3 штуки, и они, знаете, они немножко там одна в сторону, другая выше. В общем, вот таким образом. Дальше тоже в видео это говорила. Если слайдер большой, и вы понимаете, то, что он не распределится, да, вот по поверхности как-то вот ровно не ляжет, просто делаем такие небольшие надрезики, насечки. Они, знаете, действительно небольшие. Тут, знаете, не надо вот прям по, ну, не знаю, там по сантиметру обрезать. Нет, просто вот такие небольшие насечки. Смотрю. Можно, конечно, перчаткой, ну, то есть вот так вот пришлепывать. Я просто это делаю штампиком, потому что мне в перчатках будет, ну, немножко неудобно. Так вот делаю просто для того, чтобы посмотреть, как ложится слайдер. Вот тут вот тоже уголок, который у меня лезет в синусы. Также отрезаю. Видите, слайдер на этом этапе, он подвижный, то есть он двигается. Его можно поставить именно так, как нужно. Прижимаю опять-таки подушечкой штампика и смотрю, везде ли у меня все хорошо ложится. Если есть какие-то небольшие там складочки, вот это абсолютно не страшно, то есть они спокойно уберутся в дальнейшем. Все. Ну, пускай будет вот так вот. Ну, то есть, если я просто выравниваю вот эту надпись вдоль линии кутикулы, то у меня вот эта надпись съезжает. Ну, вот она как-то вот туда становится. Не знаю, как правильно установить. Ну, в любом случае, ладно, пускай будет так. Теперь уже беру штампик, включаю фонарик и вот таким вот образом прижимаю. Это сейчас этап фиксирования, именно фиксирования нашего слайдера на поверхности. Стараюсь прижать его плотно,
Сама подушечка мягкая, она очень хорошо обволакивает слайдер. И, в принципе, хорошо его фиксирует. Теперь на этом этапе мы уже не можем никак этот слайдер сдвинуть. Какие-то, понятное дело, сейчас поверхность, она не совсем ровная, не совсем гладкая, как бы нам хотелось. Но, тем не менее, мы с вами зафиксировали слайдер. И, это такой один тоже из основных моментов при установке гелевых слайдеров. Итак, базу я полностью заполимеризовала уже в большой лампе. Фонариком мы просто прихватывали, чтобы он уже у нас слайдер не ездил, не катался. И в лампе уже базу полностью заполимеризовала. Нет у нас никаких затеков, база никуда не убежала, не уплыла. Слайдер зафиксировался, и теперь уже его, очень сложно будет снять с поверхности. Поверхность неровная, да, согласна, есть, возможно, вот где-то какие-то такие... сборки, да, но помните, в начале я говорила, мы же знаем с вами, что сверху у нас именно подложка из гель-топа, сама надпись цветного гель-лака у нас, с внутренней стороны, поэтому мы абсолютно спокойно можем бафиком вот так вот пройтись и выровнять вот эту вот поверхность. Здесь не нужно как-то стараться вот именно спилить. Мы не пилим, мы просто бафиком выравниваем. То есть, если есть где-то какие-то шероховатости, они на ощупь, в принципе, чувствуются. Зрительно их, может быть, и не видно, но на ощупь это чувствуется. И вот таким образом проходимся бафиком. Вот так вот. Любой слайдер дизайн, он объемный, поэтому имейте, конечно, это в виду. Если вы, например, знаете, что вот на двух ноготках у вас будет какой-то дизайн, неважно, реверсивный стемпинг, слайдер дизайн, рисовать вы там будете, в любом случае это придаст объем, поэтому просто при укреплении выкладывайте меньше строительного материала. Делаете дизайн и потом уже дорабатываете там апекс, архитектуру. У меня в данном случае ногти нарощены гелевыми типсами. Дополнительного никакого укрепления я не делала. Мне даже кто-то из девчонок написал там в комментариях, что у меня ногти без апекса. Да, они у меня без апекса, потому что они у меня, это гелевые типсы. Вот такой вот у меня... Сейчас такое вот стремление изучить этот вопрос прямо от и до, поэтому на себе это очень тщательно, в общем, изучаю. Вот таким образом мы с вами немного забафили поверхность, и вот, просто ручкой вот так проходимся и смотрим, нигде, в принципе, особо уже ничего не торчит. Никакая буковка не стерлась, все надписи абсолютно на месте. Потому что, как я уже говорила, у нас сверху это слой гель-топа. Но, еще раз, не нужно, знаете, брать пилку там даже 180 или 240 грит. Нет, то есть вот именно пилить тут не нужно. Просто слегка сгладить вот какую-то неровность. Давайте вот так вот я вам покажу. Вот, пожалуйста, вот так вот слайдер разместился у меня на ноготке. Я покажу, что делать с толстым слайдером. Да, то есть, пока что давайте доделаем этот ноготок. Здесь вы уже сами смотрите. Если у вас где-то бывает такое, да, не получилось как-то установить слайдер, и он, возможно, там, не знаю, где-то очень сильно торчит, хотя я еще раз говорю, это все можно бафиком убрать.
ну вы сами смотрите, нужно вам выравнивающий слой базы, либо выравнивающий слой геля, может быть, вам нужно апекс достроить или что-то. Ну, то есть вы уже сами смотрите по своей работе, как дальше этот слайдер закреплять. Но в любом случае следующим этапом у нас идет либо база, либо какой-то, ну, строительный гель. Это для того, чтобы слайдер впоследствии хорошо держался, не было ни отслоек, и сам слайдер никуда не убежал. Перекрываю базой. Особо выравнивающий слой я тут делать не буду. Вот таким образом. И отправляю в лампу на полимеризацию. База полностью заполимеризовалась. Я точно знаю, что со всех сторон у меня слайдер запечатан. И теперь мне остается только перекрыть все это дело топом. Если нужно, можно сделать, как я уже сказала, выравнивающий слой базы. Ну вот, если этого требует ваш закрепленный слайдер. Но если аккуратно подойти именно к этапу установки слайдера, вовремя подрезать там с 4 сторон, то в принципе, ну и забафить бафиком, то дальше уже с перекрытием, с выравниванием проблем никаких быть не должно. И вот так вот все перекрыла топом. Если нужно, топ центрую и также отправляю в лампу на полимеризацию. Ну вот, топ я заполимеризовала, вот такой ноготок у меня получился. Специально перекрыла глянцевым топом. Понятное дело, что матовый топ еще больше сгладит все какие-то там, ну не знаю, неровности, шероховатости и все такое. Сейчас, возможно, кто-то скажет, вот у вас опять все быстро и просто так все получается. Девочки, это ну не так. Просто в свое время я очень много вот этих вот слайдеров установила на клиентах. Помните, мы с вами делали слайдеры из фольги. Вот столько просто этих слайдеров мною было установлено, поэтому, конечно, рука уже набита, и поэтому все уже получается, ну, как на автомате, не знаю. Хотя я уже долгое время не работаю, но тем не менее. Давайте теперь перейдем к вот таким вот слайдером, как я сказала, если вдруг у вас так вышло, ну так получилось, и слайдер у вас в итоге вышел вот таким вот дубовым, который очень сложно разместить, не говоря уже вот на каких-то вот таких вот, даже вот возьму самый широкий свой ноготок, и вот, конечно, он будет со всех сторон. Так, я не убежала. Вот со всех сторон он будет торчать. Причем толщина вот тут вот посмотрите какая. То есть это не то, чтобы, знаете, там пленочка тонюсенькая, а вот прям конкретная толщина. Тем не менее, не торопитесь выкидывать такие слайдеры. Их также можно применить. Конечно же, можно их вставить в верхние формы, в гелевые типсы, но также их можно вставить, поставить и на ноготок. Что для этого нужно? Вот как бы, конечно, если он у вас небольшой, вы без проблем его зафиксируете, установите, прихватите фонариком там и все такое прочее. Да, и потом вот, как я показывала в первом варианте, у нас же тут сверху именно топ, просто забафили и выровняли вот эту вот этот переход, да, скажем так. Но такие толстые слайдеры, их сложно даже установить, потому что вот я, например, вот здесь вот зажимаю, он у меня вот тут начинает топорщиться, да, то есть если я его начну вот тут зажимать, он у меня вот с этой стороны начнет топорщиться, вот, не знаю, вот на камеру видно, не видно это, ну, то есть его даже установить сложно, не говоря уже о том, чтобы дальше делать выравнивание, конечно, это придется очень какой-то такой толстый слой делать. Что... Вот, он дубовый, он реально дубовый. Что можно, как можно ему на время, повторюсь, да, то есть это
знаете, не на месяц, не на два, а просто на время придать пластичность. Ну, вот так вот как-то размещаю его, плюс-минус, да. Хотя вот здесь вот можно еще вот так вот подрезать. Мы же с вами помним, да, первый этап. Максимально обрезаем все, что нам не нужно. Вот так вот. Вот сверху еще тут тоже обрежу. Вот даже ножницы, они аж прям так вот туго идут, как будто, знаете, какой-то такой вот пластик вырезают. Вот, максимально вырезали. Все равно, вот видите, даже несмотря на то, что он, ну давайте вот, наверное, не на большом возьмем ноготке, ну не на таком широком, как большой пальчик. Как бы мы ни старались, он в любом случае все равно будет торчать. В любом случае. Поэтому что мы делаем? Ну, просто на том ногте мне сейчас будет не совсем удобно. Что мы делаем? Просто, ну вот, приложили вот так, чтобы примерно он вот типа лежит. Он, конечно, совсем не лежит. Он вот и тут, и там торчит. Мы берем с вами безворсовую салфетку. Обильно смачиваем ацетоном и прикладываем салфетку и вот так вот обжимаем. Придавливаем. Ну, я прям не давлю очень, прям как-то там сильно, не знаю, да, ну вот. Придавливаю и держу. Держать не нужно долго, не нужно держать минуту, не нужно держать там 2 минуты, 5 минут. Достаточно будет 30 секунд, ну 20-30 секунд, где-то вот так вот примерно. Там у нас создается паровой эффект. Поверьте, за это время с вашим материалом, который вы уже нанесли на ноготки, абсолютно ничего не случится, потому что для этого нужно гораздо больше времени. И вот уже у нас... Так... Слайдер, он, как сказать, он принял, ну вот он принял форму нашего ноготка. Вот. Если вот мы сейчас его будем крепить, вот, видите? Блин, вот. Если вот мы сейчас его будем крепить, то уже это будет намного проще. Опять-таки тонкий слой базы, то есть вот он. Уже вот он сам вот принял вот такую вот форму. Здесь уже, здесь пошире, но он именно растянулся по нашему, ну вот по нашей поверхности. Именно так, как он и, ну, должен, в принципе, улечься. Давайте вот я еще подержу немножко. Так, ну я говорю, это где-то вот примерно там 20-30 секунд подержать. Но, опять-таки, это, мы, знаете, мы ему придадим такую вот форму ненадолго. Но этого времени вам вполне хватит для того, чтобы нанести базу и зафиксировать его фонариком. Вот. Ну, то есть это уже намного лучше, согласитесь, да, чем вот было изначально, когда вот мы прикладывали. Сейчас он просто, ну, немножко подплавился и принял именно ту форму, на которую мы собираемся его устанавливать. Вот. Вот, видите? Где-то уже, где-то шире. Сразу на этом этапе мы можем, ну, подрезать вот такие маленькие насечки мы делаем просто вот. Ой, под камеру залезла. Вот такие малюсенькие насечки. Так вот проще. Делаем. Для того, чтобы у нас опять-таки в дальнейшем не было проблем с перекрытием.
Так, тонкий слой базы. Очищаю кисть. Тут слайдер не особо большой, конечно, не на всю ногтевую пластину, но тем не менее он и не маленький. Ну вот так вот распределяю втирающим слоем и устанавливаю. Вот. Он у нас уже принял, ну, плюс-минус форму нашего ноготка, поэтому сейчас уже установить его намного проще. А так он был, знаете, ну, вот совсем прям дубовый, да, такой вот. И вот теперь, так, поправлю немножко его. Вот так. И вот теперь можно взять опять-таки штампик, фонарик и зафиксировать его. Штампиком вот стараюсь прям вот, это, знаете, это у меня такая не ходовая подушечка, то есть она уже пожившая, она уже порванная во многих местах, поэтому вот я ее использую для таких целей. Прям вот вдавливаю туда свой ноготок таким образом, чтобы сама силиконовая подушечка прям четко обнимала вот этот вот весь слайдер. Девочки, я извиняюсь, мне тут просто позвонили. Ну, в общем, вот так вот мы приставили фонарик, да, и все это дело прихватили фонариком. После того, как мы прихватили все фонариком, мы отправляем в лампу на полную полимеризацию. После полной полимеризации берем бафик. Возьмите бафик пожестче в данном случае, потому что тут, как вы сами видели, довольно толстый слой гель-топа. Поэтому, опять-таки, мы не боимся и проходимся бафиком таким вот образом, сглаживая поверхность. Конечно, если бы этот слайдер, ну вот этот толстый слайдер, был бы на весь ноготок, да, установить его было бы, ну, именно установить и зафиксировать было бы сложнее. Но опять-таки, понятное дело, что лучше, конечно, научиться делать эти слайдеры тонкими. У меня уже просто была одна ученица, с которой мы вместе по видеосвязи делали слайдеры, и вот я ей говорю, нужно еще тоньше. Она говорит, да и так вроде тонко. Я говорю, нет, можно еще тоньше, еще тоньше. И вот сейчас в итоге у нее получаются очень тонкие слайдеры, которые абсолютно без каких-либо проблем устанавливаются. Вот так. Пальчиком проверяйте, где там что. Какие неровности есть. Как правило, тут вот, знаете, такая ступенька, опять-таки из-за толщины слайдера, тут вот есть такая вот ступенька, тут вот есть ступенька. Но, тем не менее, это, знаете, не такая ступенька, как вот, например, когда мы устанавливаем верхние формы или гелевые типсы. Это вполне себе приемлемая ступенька, которую абсолютно спокойно можно выровнять слоем, выравнивающим слоем базы и затем уже слоем топа. Ну, не стану я перекрывать. Вот, собственно, да, вы видите, как этот слайдер установлен. Вот, выравнивающий слой базы, выравнивающий слой топа, ну, или просто уже там, да, слой топа. И, в принципе, вот даже такой толстый слайдер можно установить на ноготок. Вот так вот. Конечно же, как я сказала, предпочтительней, да, все-таки научиться делать именно тонкие слайдеры. Не ждите, что вот, знаете, так, ну у меня тут жидкая база. Ну ладно, ничего страшного. Не ждите, что, знаете, вот у вас прям вы раз посмотрели, и у вас прям сразу с первого раза что-то получилось. Но, тем не менее, если вам действительно
ну, хочется владеть этой техникой, но не получается. Вот вы пробуете, не получаете, не получается. Согласитесь, девочки, ну, еще пока что очень много девчонок, у которых не получается даже стемпинг отпечатывать. И они приходят на курсы, и после курсов все замечательно. Ну, правда, есть ведь такое. А у кого-то, знаете, посмотрел видео, да, вот это, вот так, и все. И, как говорится, сразу, чуть ли там не с первого раза все получилось. Есть и такие. Ну вот, если вы вдруг посмотрели видео, но тем не менее у вас все равно, отправляю в лампу, не получается, то welcome ко мне на индивидуальные курсы. Я вам все там покажу, опять-таки. Ну, я не знаю, я в видео все показываю, но получается, ну вот по опыту просто смотрю, да, вот девчонки тоже смотрят видео, делают, но все-таки не так получается. Я смотрю потом, и слайдеры получаются толстыми. Когда я говорю, что можно тоньше, нужно тоньше, ну вот для того, чтобы понять вот это вот и не бояться, конечно, вот такое вот сопровождение в итоге помогает, и получаются у них после этого очень такие тоненькие слайдеры. Ну, это вот действительно факт. То есть в видео они видят, вроде бы все делают так же, но вот что-то не так. А когда я смотрю, то я уже сразу понимаю, где там что, да, там как там что произошло. Так вот, на этом этапе вот я перекрыла слоем базы. Напомню, здесь у нас просто, ну, такой слайдер довольно-таки был объемный. Поэтому тут можно и после перекрытия топа я сняла липкий слой и могу вот так вот пройтись пилочкой. Неудобно, вот камера прям перед носом у меня висит. Пройтись, выровнять. Стемпинги, да, очень много техник, очень много разных вариантов. Если владеть этими техниками, ну, то есть, если вы владеете ими, то, ну, делать это все абсолютно несложно и быстро. К тому же сейчас нейл-индустрия идет к тому, еще и трясется все, идет к тому, что, ну, я не знаю, конечно, через какое время, но думаю, что уже будут мастера ногтевого сервиса заранее готовить вот эти вот типсы, уже с дизайнами. Когда клиент приходит к ним, они просто-напросто раз прилепили им типсы, ну, либо сделали наращивание на верхние формы, и все, и отпустили клиента. Ну вот, мне почему-то кажется, что все как раз-таки к этому и идет. Ну и вот, все можно, в принципе, перекрывать топом. Ни одна буковка никуда не слетела, никуда она и не спилится она. Тут у нас толстый слой был, да, вот эта подложка была довольно толстая. Поэтому никуда это ничего не девается. Ну, давайте уже, не знаю, перекрою. Не знаю, что я буду еще говорить. Вроде бы все, что хотела, сказала. Таким образом, да, получается, что, посмотрев видео, это не факт, что у вас получится точно так же. Мало того, ну, то есть, если вдруг вы делаете что-то по видео, и у вас не получается, ну, это совсем не говорит о том, что, ну, вот там что-то не работает или как-то что-то неправильно. Нет, просто нужно посмотреть на какие-то вот ошибки возможные, да, там, и все. Выравнивающий слой тут буду делать. Ну, согласитесь, на ютубе можно научиться, ну, много чему. Ну, вот реально просто смотреть видео и учиться. Но есть девочки, которым не хватает, знаете, видео на ютубе. Им вот нужно именно сопровождение специалиста, который им покажет, укажет на ошибки, который поставит руку. Ну, такой вариант ведь тоже правильно возможен. Ну вот все, отправляю в лампу на полимеризацию.
полностью заполимеризовала топ, и ну вот такой вот ноготок у меня в итоге получился. Ну то есть даже такой толстый слайдер, в принципе, установила. Ну то есть вот он вот такого размера был слайдер, да, больше, чем на половину ногтевой пластины. Ну вот буду ходить. Что теперь делать? Буду ходить с этими вот слайдерами на ногтях, и в итоге посмотрим, конечно, как это все будет держаться. Хотя я напомню то, что я выкладывала слайдеры прям на топ. Тем не менее, я уверена, то, что со всех сторон они были запечатаны, эти слайдеры, поэтому ну, слой базы был, все было хорошо, поэтому в принципе я не сомневаюсь в том, что все будет хорошо держаться. Но тем не менее будем, как говорится, посмотреть. Ну что ж, я надеюсь, я была для вас хоть чем-то полезна. Если так, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик в комментариях. Я буду вам очень признательна. И я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.